Поле Аустерлицкого сражения сегодня перерезали автомобильные дороги, появились заводы, но в целом место знаменитой битвы изменилось мало. Здесь все те же деревни и фермерские поля, и все в тех же границах, что и 200 с лишним лет назад. Память о знаменитой битве в Чехии бережно хранят. Здесь множество монументов и памятных мест, связанных по большей части с победившей тогда французской армией. Каждую годовщину сражения 2 декабря здесь устраивают грандиозную костюмированную реконструкцию. Здесь, на этом холме, во время битвы располагалась ставка Наполеона. Вечером перед сражением французский император зачитал здесь свой знаменитый приказ войскам. Вот как эту сцену попытались воссоздать реконструкторы. Braves soldats de la Grande Armée, je suis fier de vous. L'ennemi de la France a déclaré la guerre sur nous. Mais ce sont nous qui leur avons apporté la guerre dans le cœur de leur pays avec victoire. Vive la France et vive la Grande Armée! Теперь на холме Журань установлен памятник с картой сражения. Аустерлицкое сражение называют еще битвой 3 императоров. Молодой Александр I возглавил российскую армию в заграничном походе, чтобы помочь австрийскому монарху Францу II в войне с Наполеоном. Когда союзники соединились, решено было наступать и разбить французов 2 декабря 1805 года. Русско-австрийские войска насчитывали 86 тысяч человек, у Наполеона было 73 тысячи. В победе коалиции не сомневался никто, кроме Кутузова. Генерал предлагал уйти в отступление и заманить французов на восток. Но императоры хотели немедленной победы. Именно на это их решение и рассчитывал Наполеон. Французы приготовили союзникам ловушку. Наполеон хотел, чтобы его армия оказалась слабее, чем была на самом деле. В начале сражения он позволил русским и австрийцам наступать на свой правый фланг. Но когда войска завязли в бою, французы ударили в центр союзных позиций. Здесь, на Працинских высотах, решилась судьба Аустерлицкого сражения. Деревня Працин за моей спиной практически не изменилась за 200 лет. Тогда эта деревня находилась в самом центре битвы. Фронт проходил вот так. Французские войска наступали оттуда на эту высоту. И в 11 часов дня войска Наполеона захватили Працинскую высоту, буквально разрезав русско-австрийские войска пополам. Это и предопределило исход сражения. Отдельные успехи русских гвардейцев не смогли повлиять на исход битвы. Союзная армия была разгромлена и потеряла треть своих сил. Только войска русского князя Багратиона смогли организованно отойти с поля боя. Остальные солдаты в беспорядке бежали. Лев Толстой в романе «Война и мир» описывает кровавую сцену, когда русские солдаты отступают от французов по льду замерзшего озера Зачан. Наполеон приказывает стрелять ядрами по пруду, тонкий лед ломается и тысячи русских тонут. В разных исторических книгах этот факт тоже описывается. По разным данным, в озере Зачан утонули от 2 до 8 тысяч человек. Сейчас озера Зачан давно уже нет. Пруд высушили больше 100 лет назад, и теперь на его месте лишь поля. А чешские историки утверждают, что эпизод с массовой гибелью русских солдат не более чем красивая легенда. По их данным, в пруду утонули только 3 человека. Аустерлиц стал первой крупной битвой, в которой русские войска встретились с армией Наполеона. Через 7 лет многие участники этого сражения снова сошлись, но уже на Бородинском поле.